Анизон – проект для просмотра ваших любимых аниме. Сайт оснащен интуитивно понятным интерфейсом, а благодаря фильтру вы сможете быстро отсортировать аниме по жанрам и ознакомиться с каким-то новым тайтлом. Присутствует также и система рейтингов, которая покажет вам лояльность аудитории к выбранному аниме. Ну а во вкладке расписания вы сможете быстро и удобно узнать дату выхода желаемого ангоинга. Смотреть тайтлы вы сможете в HD качестве, при том, что с той озвучкой, которая вам больше всего нравится. А еще пользователям доступны собственные списки для сохранения тайтла в определенные вкладки. Анизон. Смотри аниме просто и бесплатно. Мы уже не раз говорили о короле магов после того, как раскрылась его истинная личность. Тогда мы обсуждали, что это на самом деле может быть две личности. Люциус и искусственная созданная душа Юлиуса с помощью его собственной магии. Или же здесь была такая же ситуация, как в Бличе с манипуляцией памятью Айзена. Все эти мысли имеют место быть, так как обе они могут быть связаны с магией Люциуса. Но а что если Юлиус это и есть дьявол Астарот? И сегодня мы как раз обсудим несколько фактов, которые действительно говорят нам о том, что дьявол времени Астарот это и есть Юлиус. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. С чего бы начать? В комментариях под роликами, где мы обсуждали Люциуса, мне неоднократно писали, что эта ситуация была такая же, как в случае с Патри и Вильямом. Но тогда я отверг данную вероятность и сказал, что здесь не одно тело и две души, которые его делят, а тело и душа Юлиуса были созданы силой главного антагониста этой манги. Однако тогда я упустил некоторые моменты из виду. У короля магов не было собственного гримуара, а ведь у каждой личности души есть собственный гримуар. Это как раз отлично было видно со стороны Патри и Вильяма. Да что уж там, даже у Асты, в теле которого не было ни капли маны, также присутствует гримуар. Но здесь вы наверняка возразите, ведь у Юлиуса был уникальный гримуар без переплета, и те, кто так считал, ошибались. Ведь в 331 главе Черного Клевера было показано, что тот самый аномальный гримуар был всего лишь развернутым гримуаром Люциуса, и Юлиус не может им пользоваться, так как он тесно связан с душой владельца. Опять же вспоминаем Патри и Вильяма, которые не могут использовать гримуары друг друга. А чтобы подкрепить вашу веру в то, что Юлиус и Люциус все же две разные личности, тогда вам всего-то нужно вспомнить момент, когда король магов сражался с древним демоном. Этот бой хоть и был слишком рискованным, но Юлиус просчитал все моменты, и с помощью Дамнатио они бы смогли расправиться с противником. Но случилось непоправимое. Неожиданно сила Юлиуса иссякла, хотя по расчетам так быстро все не должно было случиться. Это я веду сейчас к тому, что если бы Ю и Люциус были одним целым, он бы не стал вмешиваться и рушить самому же себе планы, ведь древний демон был противником Асты. Поэтому антагонист пресек своевольничество короля магов, когда его план действительно мог сломаться в некотором моменте. Если, проще говоря, был бы Люциус Юлиусом, тогда бы у него даже и мысли б не возникло подумать о проблеме себе на голову, а после этого происшествия потом еще бы сидеть и обдумывать случившееся. Так вот, вернемся к гримуару. Юлиус не может пользоваться чужим гримуаром, но пользовался. А также не существует души без гримуара, кроме нескольких личностей, которые насильным образом переродились. Это Патри и Лихт. Первый утратил свой гримуар в конце арки с эльфами. Учитывая все вышесказанное, в лоре Черного Клевера все же есть те, кто с рождения не имеет гримуара, но в итоге может их использовать. И так как ролик про Астарота, как истинная личность Юлиуса,
Юлиуса, тогда я думаю вы поняли, что речь идет о дьявола. Благодаря Загриду мы имеем отличный пример, как дьявол целых 2 раза пытался заполучить человеческий гримуар, и со 2-го раза у него это получилось. Но для того, чтобы им воспользоваться, гримуар должен стать 5-листным, что довольно-таки проблематично, ведь сейчас известно только о 2 случаях такого преобразования. Так что дьявол Астарот может использовать гримуар Люциуса как свой собственный, и что он неоднократно демонстрировал. Однако вы вновь-таки можете возразить, что гримуар Люциуса-то не 5-листный, и вы будете правы. Но посмотрите внимательнее на этот гримуар. У него на обложке эмблема с 2 пиками, а значит это вполне может быть альтернативой 5-листному гримуару. И как раз этим можно объяснить то, почему Астарот может использовать гримуар Люциуса. Личность Юлиуса — это на самом деле действительно Астарот, который находится под контролем главного антагониста. Контролировать верховного дьявола Люциус может с помощью собственной силы, которая связана с душой, как мы уже обсуждали. Таким образом, он переделал личность Астарота в Юлиуса, который и был все это время королем магов королевства Клевер. А так как это отдельная личность от Люциуса, и у нее были добрые намерения насчет королевства, тогда неудивительно, почему никто не сомневался в собственном короле и всецело доверял ему. Даже Ями и Аста, которые благодаря Ки могут ощутить, когда человек врет. Ну и последний факт, в котором даже к самому Юлиусу доходит, что он на самом деле Астарот. Это когда Дамнатио лично явился к королю магов с подозрением, что единственный человек в мире, использующий магию времени, на самом деле может быть дьяволом Астаротом, скрывающимся в королевстве Клевер, так как в преисподней по документам 20-летней давности его уже там давным-давно не было. И после объявленного подозрения даже сам Юлиус понял, что он на самом деле является Астаротом. И как подтверждение этих слов в игру вступает Люциус, как тот, кому не нужны живые свидетели, знающие истину. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр и всем пока-пока.